Друзья, всем привет из солнечной Гватемалы. Мы пробыли здесь 30 дней. Проехали все вдоль и поперек. Но так как мы уже были в Гватемале до этого, и основные места мы посетили в прошлый раз, это, например, самый большой город Майя, который здесь находится, это Тикаль. В этот раз мы посетили одно из самых красивых озер Латинской Америки, озеро Атитлан. А также поднимались на дремлющий вулкан Пакая. Сейчас мы едем на границу с Гондурасом, осталось менее 30 километров. И сделаем сюжет в этом фильме в основном про Гондурас. Немножко сейчас начнем с Гватемалы. Первая наша остановка в Гватемале – это озеро Атитлан, самое глубокое в Центральной Америке, более 300 метров. Стояли мы прямо у берега, в кемпинге с видом на 3 вулкана – Атитлан, Толиман и Сан-Педро. А под водой, кстати, скрыт затопленный город Майя, Самобах, который обнаружили дайверы 30 лет назад. Ему больше 2000 лет. Место выглядит как рай, но под поверхностью целая история. А дальше мы решили двинуться в наш любимый кемпинг в Антигуа. Там мы зависли надолго и не зря. В этом городе просто невероятные рестораны. От уличных тако до авторской кухни с видом на вулканы. Атмосфера Антигуа всегда затягивает. Приезжаешь на пару дней, а остаешься на неделе. Сегодня у нас итальянская пицца с буратой. Вот такая красивая. Сейчас мы посмотрим, как Оля разделывает бурату. Ну, показывайте. Прошутто убираем. Базилик в сторону. Все кусочки распределяем. Размазывай по пицце. Зашли вот пообедать. Такой тут красивый ресторанчик рекомендует. Взяли сначала вот такой томатный суп на пробу. К нему такой зажаренный сыр. А теперь основное блюдо. Что это у нас, Оль? У тебя что-то биф гватемальский. Гватемальский биф. А у меня ассорти. Ассорти тут. Колбаска чориза, говядина, курица. Ну все, сейчас покушаем. Вышли мы в 6 утра, выдали нам такие палки для похода. Мы идем в поход на вулкан. Подъем занимает час. Вперед. Это наш завтрак. Оля решила перекусить такой сосисечкой. Но мы не успели, только кофе попили. Вот сейчас протеином. Это большая бабочка будет. Вот такая. Все можно есть на самом деле. Но дорога еще у нас длинная. А перед отъездом из Гватемалы мы решили заехать на один из спящих, но все еще активных вулканов – Пакая. Последнее серьезное извержение было всего несколько лет назад. Идешь по застывшей лаве, а из трещин все еще идет теплый пар. Туристы тут жарят маршмеллоу прямо на камнях. Отличное место, чтобы напоследок почувствовать огненную энергию Гватемалы. А этот участок пути, который мы сейчас будем преодолевать, называется Матадор, потому что он крутой и сложный.
Вот такие собаки составляют компанию. Тоже гидами подрабатывают. Пришло подкрепление. И наш Канело прибежал. Остался ждать нас внизу, но, видимо, с кем-то Каким-то образом по другой дороге. поднялся. И что мы здесь интересное увидели? На самом верху работает пиццерия. Сделай. Дымок идет. Да. Тепло? Горячо. Будем принимать банные процедуры. Мы сейчас будем жарить маршмеллоу. Вот здесь прям, на этом пару. Все. Оля теперь будет жарить. Вот так вот. Сейчас все завалится. Ой, здесь прям руки горячо. Вот наш тем более горячую тут дырочку. Тут их много везде. Надо было здесь построить вот так вокруг камушками, тут реально сауна была. Горячо, да? Горячо, я даже... Плавится, да? А собаки тут балдеют, конечно. Тепло. Ой, калента. А сейчас нас ждет Гондурас, и сразу же мы заедем в пробку. Заехали. Итак, друзья, мы на границе с Гондурасом. Проехать Гондурас не так дешево. Заплатили 45 евро, но зато проехали. Вот это уже въезд. Редко где такие цены бывают. Обычно там какие-то копейки, до 10 евро, а тут 45. Ну ничего, посмотрим, что там дальше. В этих странах Гондурас, Гватемала, Эль-Сальвадор и Никарагуа союз наподобие шенгенского. Можно находиться не более 90 дней в этих странах. Поэтому мы распределили по 30 дней вот на Гватемалу, Гондурас и Никарагуа. Так что в середине декабря или в конце декабря мы можем продлить еще в Никарагуа где-то на месяц. И мы примерно в конце декабря мы въедем в Коста-Рику, чтобы там справлять Новый год. Вот такой у нас пока план. Вперед! Гондурас, сердце каждого из нас. Гондурас, Гондурас, мы с тобой в тревожный час. Итак, друзья, мы заехали в город Капан. Это, наверное, самое известное туристическое место в Гондурасе. Здесь находятся большие руины. Мы на них пойдем завтра. А сейчас мы идем менять деньги и в магазин закупаться за продуктами. Короче, мы не ожидали, но в Гондурасе невозможно иностранцам получить сим-карту. Мы прошлись по нескольким операторам, без паспорта Гондураса невозможно. И мы теперь сидим и пробуем подключить eSIM. Первую ночь в Гондурасе мы провели в такой немножко заброшенной усадьбе. Ну, все есть, что нужно. Кухня, столик,
Даже бассейн был в нашем распоряжении. Есть сауна, но она как-то, наверное, не функционирует. Бассейн такой больше похож на джакузи. $10 стоила ночь. И вот мы стояли. И так все симпатичненько. Но никого почему-то нет, посетителей. Пару домиков сдается. Что вот это за плоды такие на пальме? Может, финики? Ну что, мы добрались до руин Капан, которые в Гондурасе. Сейчас пойдем по этим вот маршрутам. Так что сейчас посмотрим и все покажем. Вперед, какаду уже летает. Капан – это древний город майя, расположенный в западной части Гондураса, почти на границе с Гватемалой. Он был важным центром цивилизации майя с 5 по 9 век нашей эры. Славился своими художниками, скульпторами и астрономами. Особенность этого города является лестница с изображениями, 63 ступени, покрытые более чем 2000 иероглифов. Это самый длинный письменный текст майя, сохранившийся до наших дней. Капан также был важным астрономическим центром. Жрецы здесь точно рассчитывали солнечные и лунные циклы, создавая календари, которые поражают точностью даже современных ученых. Вот так выглядели пирамиды, когда сюда пришли археологи. Были только куча камней. Просто непостижимо, как такие гигантские деревья выросли на вершине пирамид. Мы находимся на поле игры в мяч. Отличие от других полей на других стадионах майя заключается в том, что, например, в Чеченице там расположены кольца, в которых должен был пролететь мяч. А здесь головы попугаев. И мяч должен был просто отскочить от голов. Вот эти головы попугаев. Они установлены по краям площадки и по одной в центре, с каждой стороны. Мы были во многих городах майя, но такого, как здесь, не видели нигде. Обратите внимание, наружная большая пирамида, а внутри под землей находится еще вот это поменьше. И ее можно посмотреть, она стоит в оригинале. Вот эта пирамида. Тикет стоит дополнительно $15 на человека, чтобы зайти в туннель. Мы об этом не знали, а так бы купили. А возвращаться в начало уже не очень хочется. Цикады кричат. Сегодня Капан – объект всемирного наследия ЮНЕСКО, окруженный джунглями и кофейными плантациями. Мы уже побывали во многих городах майя и после посещения очередного города не успеваем поражаться, насколько все они разные, со своими тайнами, атмосферой и характером. На территории парка обитает множество птиц, и среди них большие яркие ары. Они прилетают прямо из джунглей, но остаются здесь, потому что их подкармливают. А для одного из них даже построили скворечник, или, как по-нашему, попугаешник. Ну что, ребята, мы добрались до Макао-Монте. Находится рядом с городом Капан, там где руины. Это место обязательно к посещению. Это такой рефугиум, место, где выращивают попугаев, а также ухаживают за теми, кто получил какие-то ранения, и здесь за ними следят и потом выпускают снова на волю. Сейчас мы вам покажем все, что мы увидим. Вперед! Макао Бёрд Парк прямо рядом с городом Капан в Гондурасе. Этот парк – настоящий рай для птиц. На территории парка живет очень много птиц. Здесь мы увидели разные виды попугаев. Большинство из них – яркие ары. Такого количества я не видела никогда в жизни. А еще здесь живут туканы и хищные птицы. Они прилетают прямо из джунглей, потому что здесь заботятся о них и подкармливают. Парк открылся в 2001 году как Центр спасения и реабилитации птиц. Его главная цель – не только забота и реабилитация, но и подготовка к выпуску их в дикую природу. А вот и попугаи, которые прилетают сюда каждый день на кормежку. И с этой стороны тоже.
Реабилитационный центр для пернатых. Вот такие вот птенцы. Еще не выросли, но уже большие. Как будто покрашенные, да, такой цвет яркий. Очень яркие, да ты хорошенький, не бойся. Это ему примерно 6 недель. Но уже довольно крупненький, как курица уже по размеру. В этом месте даже инкубационный центр. Они выводят попугайчиков из яиц. Попугаев, наверное, ну не знаю, штук 50, наверное, очень много. И плюс еще выводят мелких. Ой, какие процедуры у нас. Купается. Ой. А что только тебе ванну такую устроили? Больше никому? Ой, как классно. Ой, как классно. Ну ничего себе, вы любите купаться. Здесь находится кухня, где готовят еду для попугаев. И они сюда все слетаются со всего леса. Вот так. Это дикие попугаи из джунглей. Оля шла и зашла вот в окружении попугаев. Вообще. Нам больше всего вот это понравился. Зелененькие, очень красивые, да. Ну. Хотя это тоже очень большие. Вот такая вот. Привет. Ой. Вот столько много попугаев тут живет. Так что кто хочет увидеть много попугаев, это самое лучшее место. Больше вы другого не найдете, где их так много. Приезжайте сюда, в Гондурас, и будут у вас попугаи в любом количестве. Здесь их сотни. Оля напугалась, чуть на голову ей не сел. Но это дикие, поэтому лучше близко не подходить. Клюв у них очень мощный. Идешь по парку вдоль ручья, а вокруг летают яркие ара. Иногда они садятся почти на руку, и их можно покормить. Особенно удивило разноцветие попугаев. Красные, синие, желтые, зеленые. Они такие умные, любопытные и дружелюбные, что невозможно уйти равнодушным. А самое главное, посещая парк, вы помогаете спасать птиц. Каждый билет идет на уход за ними. Мы провели там несколько часов и еще долго ходили под впечатлением. Это самая пернатая и пестрая страница нашего путешествия. Так что, если окажетесь в Капан, парк птиц обязателен к посещению. Ну что, ребят, мы побывали в этом парке. Это просто must see. Обязательно побывайте, если будете где-то неподалеку, потому что столько птиц, особенно попугаев, вы больше нигде не увидите. Мы проехали уже очень много стран. Было место, особенно в Эквадоре, там тоже много птиц, тоже классные, но здесь вообще просто. Поэтому рекомендация: обязательно заедьте. Попугаев здесь будет очень много, они вас просто будут со всех сторон. Это живое чудо, да, это живое, сейчас укусит. Ты живой? Его зовут Поли. И третье место, которое мы определенно рекомендуем к посещению в Капане, это уютное кафе Tea und Chocolate. Здесь вы можете попробовать настоящий ремесленный шоколад с разными вкусовыми оттенками, от мягких и сливочных до насыщенных, почти пряных. Атмосфера там такая домашняя, что легко забываешь о времени. Сидишь, смотришь, как готовят напитки, пробуешь новые сорта. В общем, место, куда хочется вернуться. Отлично подходит, чтобы посидеть, отдохнуть и просто насладиться шоколадом. Что интересно? Такого разнообразия я еще не встречал. Какао Нас угостили вот таким напитком на основе меда, какао. Сейчас будем что-нибудь выбирать.
Я уже напробовалась шоколада с разными вкусами, решила выбрать детокс-чай с нони. Вот такая красивая подача, горячий какао Андрея. Только Андрей уже сам пропал, пошел еще что-то смотреть, еще что-то хочет купить, наверное, ходит. И еще взяли камбучу с собой. Вот так вот мы тут классно сидели. С таким видом. Да, классное кафе. Прям вообще. В восторге остались. Да, очень вкусный какао был. Я такой даже не помню, когда до этого не допил. Сейчас мы будем делать сами шоколад. Зажаренные бобы возьмем. Предложили такую. Эту мясорубку. Вот он, шоколад получается. Здесь такой аромат стоит, конечно. Вот, получился шоколад практически. Можно есть 100%. Пробуй. Вкусно? Прикольно. Я тоже хочу. Натуральный горький шоколад. Вообще обалденно. 100%. Без сахара. Еще купили крема, здесь сами делают. И такой натуральный дезодорант. Тут много всего интересного. И вот такой еще крем я взяла себе. А в Гондурасе сейчас сезон личи. Прям вдоль дороги продают большими мешками. Купили за $3. Наверное, не знаю, килограмма 3 там большой мешок. Приедем, едим. А дальше мы поехали в сторону Карибского моря. По дороге остановились переночевать в гостевом комплексе при ресторане, который предоставил нам бесплатное место для стоянки. Доехав до океана, мы провели там 3 дня. За это время меня успела облизать местная, прости господи, медуза, которую здесь называют куба-медуза. По ощущениям, это как удар молотком. Аборигены говорят, что это одна из самых токсичных медуз Карибского моря. После такого теплого приема долго задерживаться в этих водах нам не захотелось. Поэтому мы быстро собрались и поехали дальше. А по дороге у нас родилась одна интересная идея. Друзья, мы решили немножко разбавить наше путешествие и отправиться на Карибские острова в Гондурасе. Остров небольшой, называется Утила. Он славится тем, что там классный дайвинг. Возможно, я погружусь, посмотрю, как там под водой. Плыть до него на кораблике буквально чуть больше часа, поэтому не так далеко. Мы уже зарезервировали отель. Отели примерно по 70 евро за ночь. Потом мы расскажем вам подробнее. Вперед! Вот мы и доехали до острова Утила. Пойдем искать наш отель, где-то неподалеку должен быть. Вот такой у нас номер. У каждого своя. Своя огромная кровать двуспальная. Свой балкон. Но сейчас уже темно. Закат. И вот такая вот ванная комната. Проснулись утром. Вот такой наш балкончик. Вид с балкона. Отель на сваях стоит прямо на море. Сегодня будем закат смотреть. Остров Утила – одно из самых известных мест в Гондурасе для дайвинга. Утила славится своими прозрачными водами, коралловыми рифами и тем, что здесь часто можно увидеть китовых акул. Мы изначально планировали понырять и посмотреть подводный мир. Это была наша главная цель поездки.
Но погода внезапно испортилась, поднялся сильный ветер, началась волна, и все дайв-туры на тот день отменили. Поэтому вместо погружений мы решили просто провести время на острове, гуляли по улочкам, заходили в небольшое кафе, смотрели на местную жизнь и наслаждались спокойной атмосферой Утила. Несмотря на погоду, остров все равно оставил приятное впечатление. Спокойное, уютное место, куда хочется обязательно вернуться, чтобы все-таки увидеть его знаменитый подводный мир. Ехали по Гондурасу, заехали в горы, увидели красивое озеро, а возле него маленькую ферму, где решили остаться на ночь, а задержались на 3, чтобы увидеть и посмотреть, чем занимаются местные жители. Сейчас я вам покажу. Хозяева фермы любезно предоставили нам вот такую лужайку. Они предлагают путешественникам гостевые домики. Но это не главное, интересное дальше. А дальше находится сад из какао-деревьев. Вы только посмотрите, какие здесь плоды, как их много. Причем они разных цветов. Здесь желтые, тут они красно-оранжевые, а на этом дереве растут темно-бордовые. Также здесь проживают разные животные. Вот такие котики. Как вы поняли, семья выращивает какао-деревья, а из плодов делает какао, из которого производят шоколад, а также другие продукты, которые можно купить прямо у них в магазине. На территории есть небольшое кафе, в которое мы тоже сейчас зайдем. А так они сушат какао на свежем воздухе. Абсолютно экологично. Производят они немного, поэтому достаточно вот такого количества. А еще не соорудили сауну. Построили небольшую мазанку, и внутри можно париться. Вот так это выглядит. В центре находится костер, вокруг него можно сидеть и подливать воду на горячие камни. На территории фермы находится небольшой холм. Сейчас мы на него поднимемся. По дороге можно увидеть несколько нор, где проживают броненосцы. А с холма открываются великолепные виды на близлежащие горы. Называется Финка Санта-Марта. Сейчас идем пробовать какао. Пробуй. Gracias. Принесли горячий шоколад без сахара. Сахар по желанию. У него еще очень такой алкогольный привкус странный. Надо Да, интересный спросить ингредиенты. привкус. Они делают и производят ликер нескольких сортов. И вот привкус в шоколаде тоже присутствует. Нам принесли на пробу кофейный ликер 2 сортов. Один мы уже попробовали, такой напоминает нашу брашку, а этот напоминает уже более такой ликерный вкус, не такой алкогольный. Ну, как домашнее вино. Если кто делает ягодное, вот такой вкус похожий. Да, прикольный. Может, возьмем с собой бутылочку. Вот. Хозяин ведет журнал, туристы оставляют отзывы. Русскоязычные тоже здесь были. Сейчас пытается найти их отзыв. Japón, Alemania, Germania. Vamos a Rusia, Suiza. Не было у них русских до нас, хотя книжка уже такая толстая вся. Очень много туристов приезжало, сейчас просто не сезон. Вот мы тоже тут приклеили наш QR-код и напишем свой отзыв. Мы купили какао. Теперь будем варить настоящий какао. Это не тот какао, который мы покупаем в магазине, хотя и написано 100% какао, но здесь находятся внутри еще и масла, которые в магазине уже отсутствуют. При выжимке прессом, да. Да, то, что мы получаем в магазине, пусть оно чистое какао указано, на самом деле там нет ни масел, ничего. А здесь все еще в продукте, поэтому будем готовить настоящий какао. Все, уезжаем мы с кемпинга. Угостили нас таким большим
плодом какао. Выпили еще на дорожку какао, и чуть-чуть нам не повезло. Много дождей было в эти дни. Не сходили, не погуляли, хотя там большая территория. Можно было посмотреть, к озеру прогуляться. Но на озеро мы не гуляли, не ходили. Дрон сходил только на озеро. Сейчас в Гондурасе сезон личи. И все дороги просто забиты продавцами этих великолепных фруктов. Купил на 3 евро. На 3 евро вот такой огромный мешок. Ну, килограмм 5, наверное, как минимум. Покажи, какие они красненькие. Сейчас просто бесподобно. Мы таких даже спелых не видели. Все красные. Так много вообще. Добрались мы до какой-то пещеры. Сейчас пойдем посмотрим. Оля купила себе вот такой щербет. Дульсе де лечо. Идемте. Вот это вход. Сейчас пойдем. Подсветка, конечно, все портит. Пещеры Таулабы – одно из самых загадочных мест Гондураса. С первого же шага кажется, что входишь не просто под землю, а в другой мир. Эта пещерная система уходит глубоко на многие километры, но исследовано всего около 12%. Ученые считают, что большая часть все еще остается полностью неизученной, а туристам открыты первые несколько сотен метров. Внутри постоянная температура около 23 градусов, влажные стены, эхо капающей воды и огромные залы. Высотой до 40 метров. Название Таулабы происходит от древнего народа Ленка и означает «эхо воды». Ну что, мы пришли из пещеры, по пути купили вот такой фрукт. Мы еще такой не пробовали. Очень похож на дуриан, но мягкий. Здоровый, как мячик. Еще купили дульсе де лечо. Кстати, смотри, какие руки после пещеры грязные. Вот такой у нас сегодня улов. Мешок. Как называется? Личи. Ну, не личи, они какое-то имя Они название. по-другому Видно. орангутан. Орангутан. Пещера очень красивая, но абсолютно не было воздуха внутри. Прям задыхалась, очень жарко было. И влажно. И влажно. Бежали назад, сломя голову. Итак, мы разрезали фрукт. Очень похож на гуанабану, только та белая, а этот желтый. И круглая, а та была очень Да. большая. Пробуем. Тоже такие вот сегменты. Ну, Мгм. Сладко, вкусно. Очень вкусно. ну все. Этот фрукт не такой кислый, как гуанабана, а более сладкий. Мы такой еще не пробовали. А дальше на нашем пути появился город Камаягуа. Когда-то он был столицей страны и до сих пор сохраняет особый колониальный дух. Главная гордость Камаягуа – знаменитые часы на Соборной башне. Их считают одними из самых старых во всей Латинской Америке. И что самое удивительное, механизм этих часов был изготовлен в XIII веке для испанского королевского дворца, а позже перевезен в Гондурас. Представьте средневековые часы, которые работают до сих пор. Мы не можем найти ресторан, нас ведут сейчас в ресторан. Как его зовут? Мигель, Мигель, познакомились с Мигелем. Он кто? Директор муниципальной полиции. Идем, ведет нас, провожает. Вот в таком крутом сопровождении нам провели экскурсию по центру города, и мы добрались до места, которое искали. В поисках ночевки мы неожиданно оказались перед большим парком отдыха. Когда мы подъехали к воротам, уже стемнело. Охранник спокойно открыл шлагбаум и сказал, чтобы мы проехали вглубь. Там можно выбрать любое удобное место для ночевки. Атмосфера сразу показалась тихой и безопасной. Пару слов о безопасности в Гондурасе.
Хорошо, что мы не начали заранее читать о преступности, а сделали это уже после того, как покинули страну. И были в шоке. По статистике, Гондурас считается одной из самых криминальных стран мира по количеству убийств. Но на самом деле, как и во многих странах, достаточно придерживаться простых правил. Не ездить ночью, избегать крупных городов, быть внимательным и не провоцировать ситуацию. Мы всегда ставим безопасность на первое место, и наш опыт путешествий, внимательность и, конечно, немного везения помогли нам полностью избежать любых неприятных ситуаций. Наоборот, страна оставила очень приятное впечатление. Природа, люди, атмосфера – все оказалось гораздо лучше, чем мы ожидали. Кстати, уже в конце нашего путешествия мы посмотрели пару выпусков «Орел и решка» про Гондурас. И хорошо, что сделали это в самом конце. В этих сюжетах страна показана однобоко. Больше нагнетается страх, чем раскрывается ее настоящая сущность. Что касается цен, Гондурас оказался самой дешевой страной Центральной Америки. Ночевки $5-10, продукты в магазинах на 10-15% дешевле, чем в соседних странах, дизель около 78 центов за литр. Короче, мы пришли, какао сварили, пикничок устроили к нам утки с того берега, все приплыли. Пришлось вафлями делиться. Итальянскими вафлями. Приехали в магазин. Ну что, сегодня мы накупили на выезде из Гондураса рыбу. Варенье из манго и гуава. Тыкву взяли, 2 помело. Вот Олин любимый кактус. Это для маска для волос. И огурчик. Оля готовит обед. Сегодня стейки. Вот на нашей длинной сковородке, которую мы приобрели недавно, без тефлона. Покупаем только лучшее. И винегрет на гарнир. Вот и винегрет. Ну что, мы разрезаем наш подарочный какао-плод. Вот такая вот. Пробуй. Вот. Соединяем одно зернышко. Очень вкусно. Да, сладкий? Ну, это вот такой эти косточки потом нужно обжаривать, высушивать и делать шоколад. делать шоколад, какао. Ну вот, Оля теперь будет пробовать. Я уже попробовала, и я скажу, что для меня это вкус, кто хочет понять, если не пробовал, аскорбиновые витаминки. Полностью похож, такой же кисленький. Вкус детства. Ну, есть там нечего, только Угу. обсасывать. Ну что, ребят, мы заканчиваем наше путешествие по Гондурасу. Пробыли почти 3 недели. До границы с Никарагуа осталось буквально 50 километров. Решили остаться на таком кемпинге. Хозяин очень добродушный был, предоставил нам место, душ, туалет, бассейн, все удобства. И мы, конечно же, решили задержаться. А также надо подготовиться к границе, так как граница с Никарагуа не считается простой. Туда нельзя провозить дроны, нельзя быть блогером, корреспондентом, журналистом. Таких людей туда не пускают. Но для нас уже это 3-й раз пересечение границы с Никарагуа, поэтому мы уже морально подготовлены и знаем, как действовать. Но всякое бывает, поэтому все равно напряженность существует. Подъезжаем к границе с Никарагуа. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно напишите что-нибудь в комментариях. Нам это очень приятно и помогает продвигать контент. А следующая остановка – Никарагуа.
А для тех, кто досмотрел, карта нашего маршрута через Гватемалу и Гондурас.